вы когда-нибудь задумывались, что делают ваши домашние животные, пока вас нет дома? Мои домашние животные, что они могут делать? Они, наверное, просто сидят в своих домиках и ждут, пока я приду. Что же еще они могут делать? Эльза, Хлоя, я пошла. Пока, до вечера. Ушла? Да, вроде бы ушла. Теперь нужно выбраться отсюда. Как же мне отсюда выбраться? Ладно, постараюсь встать на задние лапы и выкарабкаться. Текс. Еще немножко. Ой. Фух, устала. Еще чуть-чуть. Давай, Эльза, ты справишься. Давай. Подожмем. Еще немножечко. Ой, вот и все. Пойду гулять. Может, мне позвать Хлояшу? Да, пойду к Хлоечке. Надеюсь, она выберется из аквариума. У нее там высоко. Да, я думаю, она справится. Пойду за Хлоей. Хлоя, я уже бегу к тебе. Так, до Хлои осталось недалеко. Хлоя, ты где-то наверху? Давай вылазь гулять. Гулять. Уже иду. Так, осталось вылезти из аквариума. Опля, получилось. Так, а как же мне прыгать? Тут же высоко. Это что? Огонь? Огонь. Ладно. Пойду подальше от огня. Оп. Высоко там было. Ладно. Все, уже подходим. Так, а где же Эльза? Эльза, привет! Ой, как я тебя рада видеть. Ирина устроена, мы можем погулять. Ой, наша тайная жизнь началась. Да, Эльза? Да, Хлоя. Как же я рада, можно погулять. Хорошо походить и поиграться. Да? Я чувствую, нам будет сегодня весело. Да, нам никогда не бывает скучно. Никогда. Идем. Просто я вообще туда хочу. Сюда хочу, сюда. Ладно, я тебя опередила. Смотри, что я нашла. Это, кажется, Иринин рюкзак. Эльза, смотри, иди сюда. Рюкзак? С которым она ходит в школу. А давай, Хлоя, посмотрим, что в нем лежит. Он, кажется, упал. Оттуда ничего не выпало, Хлоя? Не знаю. Я, кстати, выше тебя. Я забралась на эту тёрточную спину. Или что это вообще? А тут, в общем-то, удобненько сидеть это, пока я отсюда слезаю. Ой, тут так прекрасно. Высоковато. Ладно, сейчас буду прыгать. Все, обошлось. Ты посмотри, что я нашла. Здесь какая-то книжка. Что это интересно? А тут какая-то тряпочка еще торчит. И в ней интересно сидеть. Она тоже из рюкзака выпала. Хорошенькая берлога получается. Вот я оттуда уже вылезу. Да, похоже, это Ирина футболка. А тебе не кажется, за что она настроила за этот беспорядок, а? Как ты думаешь?
вроде какие-то. Веревочка. Тоже от рюкзака. А кажется, знаешь, что это? Я говорила, это учебник. Странно. Она мне это говорила, когда уроки делала. Я спросила, что это такое, а она говорит учебник. Ты могла спросить, ты же животное. А начала... Я ей спросила, в общем, посмотрела так на этот учебник, а она сказала, что это учебник, а не книжка или что-то там, что я думала. И что думала, что это? Книжка или что ты думала? Я думала, это штука для черепашьих соревнований. Ну, хотя не очень похоже, но я так подумала. Но она-то об этом не знала. Она мне сказала, это учебник. Там всякие задания написаны. Ясно. Почему ты по нему ползаешь? Ползаю я, просто ползла, точнее, бежала. Ой, устала, так не трусила. Что ты говоришь-то? Ползаю я. Все, ухожу. Отдохнуть всего лишь прилетела. Уже ухожу. Хлоя, ты куда? Хлоя, я уже без тебя тогда ухожу. Я хочу что-нибудь поесть. Есть? Да ладно. Тебя же только что Ирина покормила. Ну, не только что, перед тем, как уходить, она меня тоже кормила. Я не понимаю, почему ты хочешь есть, но я, пожалуй, тоже с тобой пойду. Да я пошутила, я не хочу есть. Нет, ну я, конечно, хочу есть, но немножечко, совсем чуть-чуть. Точнее, я хочу посмотреть, что у нас там... Точнее, не у нас, а на кухне вкусненького есть. Хлоя, пойдем. Пошли, Хлоя. Пошли. Вон тут твоя трава валяет. Хочешь свою сухую траву поесть? Вот, смотри, какая аппетитненькая, не хочешь? Эльза. Да ладно, что ты шучу, не обижайся. Значит, я тоже в другую сторону пойду. И разойдемся так. Давай лучше дружить. А мы и так дружим. Я не обижаюсь на тебя, но больше так не говори. Ладно, Хлоя? Ну что, идем? Куда пойдем-то? Давай, сюда пойдем. Ого, что это такое? Хлоя, иди сюда, смотри, что я нашла. Хлоя. Ого, это же арбуз. Круто, Эльза. Вау, ты нашла кое-что вкусненькое. Угу. Ты нашла, а я залезла. Смотри. Видишь я тебя? Видишь? Смотри. Тут так удобно сидеть, он такой гладенький. Арбуз. И как ты, Эльза, его собираешься вообще есть? На нем только кататься. Ну все, наверное, я буду слезать отсюда. А то мне как-то высоковато. Да, решено. Я прыгаю. Хотя там высоко, конечно, но я же храбрая черепаха, так что я прыгну без проблем. Да, Эльза? Или, может, ты мне поможешь все-таки? Высоко же все-таки. Ух. Высоко. Эльза, ну ты где? Короче, ладно, я без тебя прыгаю. Все. Вот я и спрыгнула. Подожди меня, Эльза, ты же арбуз хотела. Эльза! Арбуз? Да, арбуз я хотела, только его куда-то далеко укатила. Но я ведь не смогу его почистить, как там люди чистят. Руками, что ли? А, ножом вроде бы. Да, вот, ножом чистят этот арбуз. А, так его режут, а не чистят. Ну, в общем, я не смогу его резать-то. Не чистить, не резать. Смотри лучше, что я нашла. Правда, это упало. В общем, вот. Ну-ка, что это такое? Где же? Ой, что ты нашла? А, вот что ты нашла. Ирина сказала, это Кока-Кола, ее нельзя пить, тем более нам. Ее даже людям пить нельзя, она вредная. Хлоя, зачем же она тогда дома стоит?
Так, о чем это я? Ах да, я же хотела спросить, то есть, в общем, зачем тогда им вот это вот питье? Или что это? Да, это похоже на воду, только коричневую. Если они это не пьют. Ну почему сразу не пьют? Ну нельзя это пить. Ну пьют они, точнее, в общем, Елена говорила, это нельзя пить. Нам, черепахам, и людям тоже нежелательно. А ее мама очень сильно любит Кока-Колу. Кто пьет? Да. Ну, может быть, это вкусно, но вредно. Например, конфеты же вредно есть, но они вкусные. Мне так Арина сказала. А одуванчики? Одуванчики, они вкусные и полезные. А людям полезно мясо. И оно вкусное и полезное. Я не знаю, вкусное оно или нет. Я, в общем-то, мясо не ем. В мясе у нас ты разбираешься, да? Я в мясе не знаю, как мясо. Ну, я люблю курицу, рыбу, кузнечик, как Ирина мне давала. Ирина бабушка давала мне мух. Еще мне мама дает гомаров. Ирина мама. А да, я люблю есть малинку. И бегать. Я люблю бегать. Я теперь побегу. Только что это за штука, Ирина? А, это стул. Ладно, пойду под стол. Да, получается, ты эксперт по поеданию еды, а в мясе ты не разбираешься, да? Ну, в беге разбираешься, это тоже неплохо. Я это нюхаю. Мне кажется, это ничем не пахнет. Ну так она ж в бутылке. В бутылке не пахнет. Точнее, в бутылке пахнет, а снаружи не пахнет. Ясно, Хлоя, не умничай здесь. Я это пыталась понюхать и как-нибудь открыть. Но не для того, чтобы пить, посмотреть, что будет это, если тут разольется лужа. Но решила, Ирина нас за это наругает, тем более Иринина мама. Так что, в общем, я пойду отсюда. Что еще поделаем? Арбуз открыть не можем. Кока-колу, или как ты там это назвала, тоже открыть не можем. Она и вредная. Арбуз-то полезный, Ирина говорит. Он вкусный и полезный. Я так его хочу кушать. Он такой вкусный. Ну ладно, в конце концов я только что поела, и ты тоже, так что мы не должны голодать. Ох, я не голодаю, это ты. Чё я тоже не голодаю, тоже бегаю, как ты. Ладно, в общем, пойдем что-нибудь другое смотреть. Ну да, не голодаю я, конечно, но арбуз-то вкусненький. Ладно, пошли побегать. Ура, я обожаю бегать, просто обожаю. Обожаю бегать. Ой, побегу туда. Чего это там у нас? Ой-ой. Лучше сюда побегу. Приветик, Эльза. Не звала меня, а? Я к тебе бегу. Нет, к тебе. Бегу сюда. Стой, ты упала. Пилюлька. Фу. Бежим, да пилюлька, Эльза. Бежим. Бежим. Ну что там стоишь? Бежим. Бежим. Ого, мы уже из большой комнаты пришли. Уже? Да мы целых 5 минут шли. Это так долго. Знаешь, Хлоя, от кухни до другой комнаты для черепах это совершенно нормально. Тем более для меня. Ты ведь меня младше и бегаешь быстрее. А я вообще, может быть... И, Хлоя, тут одеялко висит. Это похоже того монстра, который меня постоянно ловит, когда меня Ирина выпускает гулять. И Иринина мама. Ух, это Надя. Хлоя, спасите, помогите! Хотя нет, не надо, я уже вылезла. Ух, это было весело. Ух, одеяло этого монстра на меня упало. Было так смешно. Я так испугалась, такая. Но сейчас мне как-то грустно. Что грустить-то, Эльза? Вылазь давай бегать. Побежай за мной. Наверное, уже скоро Ирина. Наверное. Знаешь что делать с этим
Фух, отдохну хоть немножко. Ух. Высоковато здесь для черепахи. Так что я покорительница гор. Ну и ты, конечно, тоже покорительница гор. Может, лучше спустимся отсюда? Залазь, я тебя тут ждать долго не сижу. Хорошо, тогда я лезу. Еще немножечко. Все, я залезла, Хлоя. Нет, я еще впервые тебя сюда залезла. Идем за мной. Иду. Ты была права, Хлоя, здесь очень классно. Хлоя, ты где? Нет, вот видишь, как тут классно ползать? Никаких препятствий. Ой, только ямка небольшая. И все, остальное все ровное пространство, не считая подушек. Да, но мне кажется, сейчас именно, наверное, придется. Именно? О-оу. Смываемся. Ну что, будем прыгать? Мне как-то страшно. Фу, страшновато. Фу. Боись? Хотя я тоже боюсь. Ладно, давай еще. Тоже придет Ирина. Нет, все-таки придется прыгать. Ну, прыгать не пришлось, но слезать приходится. О, а это не так уж страшно. Я уже почти что. Все. Главное не упасть. И еще один разочек. О, вот и все. Хлоя, теперь ты слезай. Я закачусь. Помогите, спасите, Сеня, спасай меня. Хорошо, что у меня шея длинная. А Ирина бабушка говорит противно, как у змеи. Вот у самой шея, как у змеи противная. У меня нормально. Спасает меня. Моя шеечка. Позже говорим о шеях. А сейчас идем, иначе нам попадет эта Ирина. Она уже скоро придет. Притворяемся, что мы ничего не знаем. Притворяемся, что мы не знаем ничего. Хлоя, я не знаю, я тут ни при чем. Я ничего не знаю. Мы ничего не знаем, мы ни при чем. Мы ничего не знаем, мы ни при чем. Да? Притворяюсь, что я здесь ни при чем. И Хлоя тоже. Привет, Подождите. Эльза, Хлоя, что вы здесь делаете? Девочки. Почему Эльза с Хлоей вы здесь? Я помню, я вас оставляла в своих домиках. Что вы здесь делаете? И что это за куча одеял? Девочки, что тут происходило, пока меня не было? Мои любименькие, да не бойтесь, я вас не наругаю. Но только странно, как вы вышли из своих домиков. Любимочки мои. Обожаю вас. Хорошие мои. Ну и ладно, встречайте зато меня здесь. Только я действительно не понимаю, как вы вышли, Хлоя, тем более вот Эльза-то ладно, Эльза на полу стояла. Ну ты, Хлоя, как ты из аквариума? Как ты из аквариума выпрыгнула? И все, и на полу оказалась. Ты не ушиблась, все в порядке? Все хорошо. Панцирь цел, голова, ушки. Все на месте, Хлоечка. С тобой ничего не случилось? Ой, Эльза, как твоя болячечка? Все в порядке? Да, моя любимая. Вы мои лапусечки. Обожаю вас. Только я действительно не понимаю, как вы выбрались из своих коробочек, домиков. А? Девочки. Хлоя. Ладно, пойдемте, я вас отнесу. Подождите. Подождите. Ой, что это такое? Так, почему арбуз на середине кухни? Он же лежал в уголочке. Почему арбуз лежит здесь? Почему здесь пеленка валяется? Она же на стуле висела. Упала, наверное. Но она не падает просто так.
А арбуз почему здесь? Он там был. Подождите. А это что? Почему тут кока-кола валяется? Странно. Не могла же она сама упасть. Может, ветром сдуло? Хотя это навряд ли. Нужно арбуз перекатить сюда. Ну, арбуз легко катится, но тут же нет людей. Девочки, это что, вы? Хотя как вы? Вы же черепахи. Что здесь происходило, пока меня не было? Ладно, Хлоя, плыви в свой домик. Садись. Траву у тебя уберу. И больше не вылазьте. Как у вас так получилось? Ах ты моя Хлоечка. Хорошая. Моя Хлояш. Эльза, идем. Тебя я тоже домой отнесу. Почему у меня рюкзак разбросан? Он что, упал? Он не на стуле сегодня стоял. Так. И что это такое? Я только подготовила рюкзак на завтра. А тут все раскидано. Почему футболка торчит? Что это? Как она могла вывалиться? У меня были вроде бы закрыты замки. Ай, нет, я же их сегодня оставляла открытыми. Я не думала, что они как-то откроются и все выпадет. Хотя здесь окно открыто, но сегодня не было сильного ветра. Странно. Придется чемодан заново собирать. Учебники все вывалились. Литература. Ой, что же здесь творилось, пока меня не было? Может быть, вы знаете? Напишите в комментариях. Привет, привет, еще раз, хотя мы уже, наверное, здоровались, может быть, нет. В общем, привет. И это видео я для вас снимала. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Ирины и ее друзья. Всем пока! И напишите в комментариях, понравилось вам или нет. Пока-пока!